Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Продолжаю тематику новогодних видеороликов. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такую елочку. Елочка может быть абсолютно любого цвета, которая вам понравится. Ее можно использовать в качестве новогоднего украшения, елочные игрушки, а можно повесить на сумку или на рюкзак в качестве брелка. Еще я связала вот такую новогоднюю игрушку. Возможно, тоже по ней составлю видеоурок или напишу описание, схемку. Елочка получилась высотой вместе с кисточкой 11 сантиметров. И вязала я из пряжи Yarn Argents зеленого цвета крючком номер 2. Еще я использовала бусины для того, чтобы украсить елку. Украсить елку можно по вашему желанию. Можно здесь вышить бисером, украсить сами вот эти части елочки. Можно при вязании елки использовать блестящую пряжу с люрексом. Сегодня я, наверное, как раз это и сделаю в некоторых частях. Из чего состоит эта елочка? Каждая часть елочки состоит из треугольника. Треугольник связан по кругу столбиками без накида. Я покажу схемку и как я вязала. Сейчас все это буду рассказывать подробненько. У меня всего получилось 5 треугольников, но их может быть любое количество, может быть 10, может быть 3 штуки, если у вас совсем маленькая елочка. И в зависимости от количества рядов, каждый треугольник больше предыдущего на один ряд. Сегодня хочу связать из красной пряжи елочку, с пряжи Yarn Argents красного цвета, цвет номер 90. Елочка состоит из треугольных мотивов, которые связаны по схеме. Схему я привожу сейчас. Посмотрите, на схеме обозначено пока 3 ряда. Максимальный у меня мотив связан из 5 рядов. Последний ряд это обвязка рачьим шагом. Сейчас давайте начну вязать с самого большого треугольника и расскажу принцип его формирования. Вы можете по этому принципу связать треугольник любого размера. Делаю кольцо амигуруми, закрепляю первую петлю, и теперь нужно связать 9 столбиков без накида. Затягиваю кольцом, соединительный столбик в первую петлю. Делаю воздушную петлю и вяжу 3 столбика без накида. 1 в одну петлю вяжу 3 столбика без накида. 2, 3. Дальше 2 столбика без накида по одному в каждую петлю предыдущего ряда. 1, 2. Следующий столбик вяжу 3 столбика без накида. 3. То есть в одну петлю связала 3 столбика без накида. Теперь 2 столбика без прибавок по прямой. 1, 2. 3 столбика без накида в следующую петлю. 1, 2, 3. И 2 столбика по прямой без прибавок. Соединительный столбик в первую петлю. Итак, смотрите, начинает формироваться квадрат. Там, где мы вязали 3 столбика без накида, центральный столбик, это как раз будет вершина квадрата. Делаю воздушную петлю, следующий столбик вяжу опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3 столбика. Теперь до следующей прибавки 3 столбика без накида в одну петлю. В том ряду, в первом, мы вязали 2 столбика без накида. В этом ряду будем вязать 4 столбика без накида. И каждый ряд будем увеличивать
вот это количество столбиков между прибавками на 2. То есть во втором ряду буду вязать 4 столбика без накида, в третьем 6 столбиков без накида и в четвертом 8 столбиков без накида. Между столбиками, где я вяжу 3 столбика в одну петлю. Значит, сейчас вяжу 4 столбика по прямой без прибавок и убавок. 4. Следующий столбик нужно связать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Формируется второй угол. Теперь опять 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 4 столбика по прямой. 1, 2, 3, 4. Соединительный столбик. Второй мотив по размеру как раз у меня связан из 3 рядов. Приступаю к вязанию третьего ряда. Делаю воздушную петлю, 3 столбика без накида в 1 столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3. Теперь вяжу 6 столбиков по прямой без прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующий столбик 3 столбика без накида. 2, 3. Опять 6 столбиков по прямой без прибавок. В одну петлю следующую петлю 3 столбика без накида. 6 столбиков без прибавок. 5, 6. И соединительный столбик. Вот так выглядит один мотив. В следующем ряду опять в начале ряда 3 столбика без накида в 1 столбик предыдущего ряда. И 8 столбиков, это будет сторона квадрата. Извините, это будет сторона треугольника. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 столбика в 1 столбик предыдущего ряда. 3. Сторона квадрата 8 столбиков. Сторона треугольника 8 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 столбика в 1 предыдущего ряда. 1, 2, 3 и 8 столбиков без накида. Это я свяжу 4-й ряд. В 5-м ряду это будет самый большой треугольник, будет состоять из 5 рядов. Я свяжу на стороне треугольника 10 столбиков без накида. И покажу, что у меня получилось. Я связала 5 рядов. Это самый большой мотив в елочке. Он будет самым последним. Последний ряд я обвязываю рачьим шагом. Делаю воздушную петлю, вяжу крючок, ввожу крючок в столбик предыдущего ряда и вытягиваю. Так до конца ряда делаю обвязку рачьим шагом. По одному столбику, связанному задним наперед, но вы можете обвязать любым другим способом, например, с пико, столбики без накида с пико, если вам удобно так, или еще какую-то обвязку другую можете найти. В углах треугольника я буду вязать 2 столбика, 2 столбика рачьего шага в 1 петлю, иначе у вас будут загибаться углы. Углы не должны быть выраженными у треугольника.
Вот сторону я довязала, а в вершину нужно будет связать 2 столбика. Один, и сюда же в этот же вяжу 2 столбик. Продолжаю дальше обвязку до самого конца мотивчика треугольного. Ну, кстати, схему этого мотива можно использовать в разных изделиях, не обязательно для елочки. Самый большой мотив готов. В этом мотиве я связала 6 рядов столбиками без накида и 1 ряд рачьим шагом. Вам нужно связать еще будет 4 мотива, и в каждом из них будет на 1 ряд меньше. В этом мотиве будет 5 рядов, в этом 4, 3 и в этом 2 ряда. Можно еще связать будет однорядный мотив наверх, в зависимости от того, используете вы вот здесь украшение или нет. И сейчас я тоже свяжу все эти мотивы и покажу вам, как буду собирать эту елочку. Все части елочки готовы, сейчас я буду ее собирать. Я в итоге решила вязать все не красным цветом, а добавила еще белую пряжу с люрексом у меня была. И поэтому связала красные и белые пряжи с люрексом оставшиеся части. Значит, размер стороны треугольника самого большого у меня 6 сантиметров, а самого маленького 2,5 сантиметра. Я взяла пряжу Yarn Art Jeans, разделила ее на 4 ниточки и 2 ниточки отделила, и ими буду соединять. Сделала двойной узелок, и это будет у меня подвеска, на которой будет держаться елка. Каждую нитку вставила в отдельную иглу с большим ушком, так как у меня большая толстая игла не пролезает через бусины. И начинаю собирать. Значит, первую бусину, она будет с самого верха, в нее, в самом верху первая бусина, в нее я протягиваю по очереди каждый хвостик ниточки. Узелок, видите, держит бусину, она не может через нее никуда пролезть. Беру 2 иголки одновременно и продеваю, начиная с самого маленького мотива. Собираю елочку. Первый мотив в отверстие в центральное, иглы. Вторая бусина, пропускаем через нее иглу. Следующий по размеру мотив белый. Следующая бусина и следующий по размеру мотив красный, тоже в центр 2 иглы и в нее третья бусина, следующий мотив белый и предпоследнюю бусину, самый большой мотив в конце. И еще одна бусина. И, собственно, елочка собрана. Вот такая она получается, разноцветная. Еще я не успела сделать ВТО. Эти квадратики лучше всего прогладить перед тем, как вы начнете нанизывать на елочку. Нужно прогладить утюгом горячим паром, чтобы они были прямые и во все стороны не закруглялись. Можно даже немного накрахмалить. В самом конце сделаем кисточку. Вот я намотала красную пряжу на картон. Сейчас я зафиксирую так, с этой стороны отрезать пряжу. Петочку подрезаем на нужную длину. Здесь остается хвостик. Вот этот хвостик я сейчас прикреплю. Сюда протяну иголку
И прикреплю кисточку вниз к елке. Вот я прикрепила кисточку. Сборка закончена. Елочка готова. Вот такие две елочки у меня получились. Надеюсь, вам понравился мой урок, и вы тоже свяжете себе на елку или в качестве брелка такое новогоднее украшение. Если елочки показались вам интересными, и вы тоже будете вязать такие, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.